Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить потрясающе вкусные клубничные пирожные, квадратики. Посмотрите, как мило сверху на этих пирожных тает сахарная пудра, прямо как на клубнике. Это невероятное наслаждение. И сейчас у нас сезон клубники. У меня на канале есть много самых разных десертов и выпечки с клубникой. Заходите в этот раздел, я обязательно оставлю ссылку под видео в описании. Посмотрите, какие эти пирожные получаются невероятные. Очень нежный клубничный крем и песочное тесто. Перед таким искушением невозможно устоять. Хочется съесть еще кусочек и еще. Невозможно остановиться. Для приготовления песочной основы мне понадобится 200 граммов муки, 80 граммов сахара, 150 граммов замороженного сливочного масла и щепотка соли. В миску просеиваю муку, добавляю сахар и соль. Все перемешиваю. И теперь на крупной терке натру масло. Масло я окунаю в муку и натираю на терке, периодически перемешивая его с мукой. Перетираю все масло с мукой. У меня получилась вот такая крошка. Если вы сожмете, крошка собирается в один ком, но также легко рассыпается. Я подготовила форму для запекания. Размер формы 18 на 28 сантиметров. Застелила пергаментной бумагой. Причем бумагу я сделала выше бортиков, для того, чтобы удобно потом было достать десерт из формы. Выкладываю в форму тесто, крошку. И распределяю ровным слоем по форме, утрамбовывая. Сначала ровненько распределяю. И теперь прижимаю. Чтобы было ровно, можно еще немножечко вот так разровнять. Это у меня обычная крышка такая пластиковая. Форму с песочной основой я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Основа должна слегка подрумяниться. Приготовим клубничный крем, и для него мне понадобится 320 граммов уже помытой и очищенной клубники, 3 яйца, я использую яйца крупного размера, 80 мл молока, 50 граммов кукурузного крахмала, можно заменить мукой, но с крахмалом крем будет более нежный, 150 граммов сахара, сахар корректируйте по вкусу, если хотите, можно добавить больше сахара, щепотка соли, 25 мл лимонного сока и цедра одного лимона. Клубнику измельчаю погружным блендером в пюре. В миску разбиваю яйца. Добавляю сахар, соль. Хорошо перемешиваю венчиком. Теперь просеиваю крахмал. И снова хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Фактически мы сейчас готовим заварной клубничный крем, только будем запекать его в духовке. Добавляю в массу молоко, лимонный сок. Лимонный сок даст приятную кислинку. И добавляю цедру лимона. И также сразу добавляю клубничное пюре. И хорошо все перемешиваю. Песочную основу я достала из духовки. Она у меня, видите, остается вот такой светлой, но фактически она уже готова. И сейчас сверху, прямо на горячую основу, я выливаю клубничный крем. И сейчас я все снова отправляю в духовку, только снижаю температуру до 160 градусов и выпекаю еще примерно 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Вот этот верхний крем, он должен полностью запечься. Десерт я достала из духовки. Пахнет он, конечно, просто нереально вкусно. Посмотрите, верх крема даже слегка подрумянился. Сейчас все оставляем прямо в форме на столе остывать до комнатной температуры, а затем отправляем форму в холодильник
потому что пирожные, квадратики клубничные вкусные именно холодные, когда клубничный крем холодный. Мой десерт уже полностью охладился в холодильнике, и я его аккуратно достану из формы. Как видите, он очень легко достается. Снимаю аккуратно пергаментную бумагу. И сейчас разрежем на квадратики. Я разрезаю мокрым ножом, чтобы не прилипал крем. Сверху пирожные щедро присыпаем сахарной пудрой. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И, конечно, я сейчас с большим удовольствием попробую эти удивительные клубничные квадратики. Вкус этого десерта потрясающий, такой клубничный. Крем очень нежный, и в нем есть такая легкая кислинка, которую добавляет лимон и лимонная цедра. И, конечно, очень-очень много клубники. И песочное тесто. Оно такое вот именно рассыпчатое, очень классное. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Уверена, этот десерт вы будете готовить не один раз. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. И, конечно, делитесь этим новым видео с вашими друзьями, мне будет очень приятно. Всем пока!